Приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками. Это совместный эфир с Алексеем Арестовичем на канале Алексея Арестовича, канале Александр Шелест. Алексей Николаевич, приветствую вас. Добрый вечер. Друзья, всем большое спасибо за то, что следите, скажем так, не забрасывайте за нашими встречами, конечно, за всем происходящим. Важно и нужно передайте друзьям, знакомым, вы-то нас видите сейчас, что в Украине можно смотреть, поменяв страну в настройках YouTube. И самое острое, самое важное и самое главное мы не пропустим. Два слова о формате нашего сегодняшнего разговора. Все традиционно. QR-код, который возле меня вы видите, это возможность задать вопрос. Он в первых рядах будет задан в начальной сессии наших ответов на вопросы, точнее Алексея ответов на вопросы, этой такой нашей рубрики. Также клуб зрителей телеграм-канал Шелеста. Есть специальный клуб, да, вот для зрителей оттуда тоже будут вопросы первым делом заданы. Ну и, конечно, сообщество YouTube и два чата. Чат канала Александр Шелест и чат Алексея Арестовича, это вот в самом финале. Благодарю всех за то, что реагируете, там супер спасибо, комментарии, просто ваш лайк и ваша поддержка как никогда сейчас, особенно в эти смутные времена, очень и очень важна. Спасибо большое. Причем, ну, вот по-настоящему тут уже сразу пишут вопросы, да, то есть там вероятность войны Германии с Польшей. Вопросы в финале. Спасибо большое. Давайте сейчас сконцентрируемся на опросе нашего сегодняшнего эфира. Когда прозреют украинцы? Варианты ответов. Когда у власти не будет Зеленского, тогда же, когда и россияне, когда обрушится фронт, и все станет понятно, или уже прозрели, но ничего не могут ни сказать, ни сделать. Опрос интересный, вот давайте с этого начнем и пройдемся по таким переломным и важнейшим событиям. Алексей Николаевич, как бы вы проголосовали? Первое, украинцы все разные. И все попадают под эти все категории. Но общий ответ всегда очень простой для всех людей. Люди прозревают тогда, когда хотят прозреть. Информации всегда предостаточно. Когда начинается... Вот немцы в 1945 году, когда им показывали концлагеря, и то, что они натворили в результате Холокоста, они говорили: ой-ой-ой, да мы же не знали. Не было информации. На самом деле информация, конечно, скрывалась, но ее было предостаточно для тех, кто хотел знать. В наше время, когда ничего практически не скрывается и информации избыток, сказать «я не знал» уже не получается. Приходится говорить: я старательно не хотел знать. Я закрыл глазочки, да, и щелочки даже не подсматривал. Вот. И когда придет время, не подбирая слов покаяния, сказать «я не знал» не получится. Потому что знать недостаточно, надо еще интерпретировать правильно. И вот смотрите, это сейчас очень хорошо видно по дискуссии с этим боевым медиком, которого загребло ТЦК, его какое-то там Черновицкое, да? И как люди поделились, значит. Ну, там безобразная история. Боевой медик, который известный в соответствующих кругах, с 15 года воевал, что-то там не обновил какие-то данные, дали по почкам, посадили в подвал, там избили при нем майора, какого-то юношу дернули, в общем, целая история. И то видно, как он эту историю зажимает, потому что его попросили уважаемые люди ее зажать. И начинается дискуссия. Набежали все медийные полковники, набежали все патентованные медийные солдатики. Набежали все патентованные волонтеры и волонтерши, там активистки и активисткини. Все прибежали, просто граждане, и, значит, дискуссия делится. Все, вот ровно на те категории, про которые вы говорили. Одни такие: ну да, бывает, но это же одинокие случаи. И общий рефрен какой? Да, кое-где у нас порой бывает, но давайте не делать из этого систему, потому что это одинокие случаи. Если бы я так преподавал у себя на курсах мышления, я бы застрелился. По одной простой причине. Потому что люди настолько необразованные, вульгарно организованы внутренне и настолько много себе врут. Вот ничего более лживой этой позиции не существует. Потому что если в системе существует один такой случай, это значит, система устроена так, что она допускает такую возможность. Один. Если бы за все время призыва, представим себе, что российско-украинская война в этой итерации длится 5 лет.
Один случай такой в ТЦК, это означает, что система позволяет иметь такие случаи. Таких случаев не один, их не 10, их даже не 100. Это регулярная практика. Сколько не обзываю ее поодинокими выпадками, это органика системы. Система действует сообразно своей природе. Она такая. И это приговор этому антипроекту и этой форме государственности, которая существует. И вот люди, имея полноту информации и прекрасно на уровне внутренней правды это понимая, не могут признать это вслух. Так вот я скажу вам, когда закончится война. Это наиболее распространенный вопрос, который мне все задают. Я в Стамбуле недавно был на пересадке. Ко мне подошло человек 15 россиян и где-то штук 10 наших. Человек наш. И у всех все по-разному подходят с разными бедами, у всех болит, и у всех один вопрос. Когда кончится война? Ну, давайте я уже отвечу на этот момент. Когда вы перестанете врать? Вот тогда война закончится. Что такое целостность? Целостность – это когда внутреннее полностью совпадает с внешним. Нет зазора, нет дельты. Что думаю, то и говорю. Во что верю, то и защищаю. Когда начинается удержание, когда начинается, ну, сейчас промолчим для блага, вот, я понимаю, что такова система, но ведь Кадыров, если придет, это гораздо страшнее, поэтому давайте тут как бы, пусть у нас Кадырова роль играет коллективная ТЦК, но зато оно свое, родное, правильно, и так далее. Всегда хочется спросить, хорошо, ТЦК – это поодинокий выпадок. Внимание, вопрос, за что вы сражаетесь? Вот задайте себе вопрос, не сколько у нас таких случаев в ТЦК, за что вы сражаетесь. Представьте себе, что завтра война закончилась, и мы восстановили границы 91 года полностью. Россия разгромлена, ее нет. Убиты все российские солдаты, поломаны все их вещи. Мы вот тут зацаревалы. Что остается на пепелище? Какую страну вы построили? Для чего существует эта страна? Какая ее ведущая идея? Что вас вдохновляет? Лучшие ответы, а там очень много ответов, за что мы воюем, звучат так. Чтобы сюда не пришли россияне. Им задают резонный вопрос. Если почки в военкомате отбивают россияне и свои одинаково, за что мы воюем? На это нет позитивного ответа. Смотрите, можно говорить о дивизиях, корпусах, вот успешные удары, операция «Паутина-2», «Паутина-3», «Паук-4», «Каракурт-7» и так далее, и так далее. Каракурт возвращается, Каракурт наносит ответные удары и прочее, прочее. Это все не имеет никакого значения, если нет главного позитивного ответа на вопрос, а зачем все это? Зачем? Есть 4, как я у себя на курсах учу, есть 4 вопроса, которым сводится так называемая тема духовности. Простите. А война – это всегда за духовность. Вопрос номер 1. Кто я? Или кто мы? Второй. Где мы? В каком бы мире? Третье. В каких отношениях мы находимся? Четвертое. Зачем это все? У украинцев нет ответа на этот вопрос. Есть симуляция этих ответов. Всегда есть какие-то симулякры, которые можно подать как ответы. И обычно на этой фазе, они вот 4-й год войны, они носят негативный характер. Мы такие, которые не русские, не россияне. Мы, которые вот воюют неожиданно насмерть с вековечным ворогом. Мы, значит, для того, чтобы они сюда не пришли. Хорошо, они сюда не пришли. Вы тут зачем на этой земле? У вас было 30 лет ответить на этот вопрос до того, как война началась. Вы сумели ответить? Немецкая классическая философия просуществовала 35 лет. Когда мне кричат: ой-ой-ой, у нас не было времени. Вы знаете, так мало времени прошло после распада Советского Союза. Я вам напоминаю, голландские Объединенные Штаты воюют со сверхдержавой того времени Священной Римской империи, по сути, Испанской империи. Война шла 74 года. Голландцы воевали одновременно с морем, которое на них наступает. Это тяжелейшие ирригационные работы, по колено, по пояс в холодной воде, для того, чтобы отстоять свои огороды и создать искусственную систему, на которой можно спасти клочок земли от соленой воды и вырастить помидор. При этом соотношение сил сторон – это примерно как если бы сейчас Молдова 74 года успешно противостояла Китаю или США. Голландцы выиграют эту войну. Параллельно они создают 6,5 миллионов картин малых голландцев, которые сейчас на вес золота являются украшением любого музея. Создается голландское государство, голландский язык, голландская культура.
создается философия, создаются уникальные разделы международного права, создается протестантская идеология там, да, с именами, теология и прочее, прочее. Это все воюя на два фронта против огромной империи, против моря, которое грозило сожрать Голландию. Вопрос, где ваши 6,5 миллионов картин? Все очень просто. У них была протестантская идея. Вы можете о ней спорить. Но она была, она их вела. Какая идея у вас? 34 года все это продолжается не потому, что проклятая Россия давит, потому что Россия на 0,01% не давит, так как давила Голландия. Голландия давила Испанию. Вернее, в смысле, Испания давила Голландию. И тем не менее, ничего не порождено. Потому что нет системообразующей идеи. Это главное и самая страшная правда войны. Мы можем поговорить с вами, где там на фронте прорыв, откуда окружают, и как успешно мы подбили эшелон с российскими танками, но только это все фуфло по сравнению с настоящими вопросами. Ну так в этом же, наверное, и кроется. И поэтому, ну, смысл, да, наших с вами встреч, потому что генераторов идей нет. Они, они или изгнаны Да. из страны, они или молчат в тряпочку, они или прислуживаются, или в таких условиях, в которых, ну, давайте, может быть, что-то предложим после войны. Смотрите, А нерв войны, я да. просто хочу сразу подвязать Да, да, к да, тому, да. что действительно вот сейчас триггерит. И вы знали, наверное, что я буду задавать эти вопросы, потому что видели, что и вопросов много от зрителей, и эта тема вот прямо сейчас. Ведь 6 тысяч тел, которые Россия хочет передать, солдат, людей, которые легли за эту страну. И вот эти все танцы на костях, а давайте поэтапно, а договаривались, не договаривались. Ведь в этом же, наверное, в этом вопросе и есть частичка, вот пазлик, вот той большой идеи, за что война, и ее формирование. И, наверное, этот момент, этот эпизод, вот вчера, позавчера, да, это вот какой-то переломный момент, когда даже те, кто, ну, собственно, уже отмели всех интеллектуалов, сказали, да ну вас с вашими рассуждениями, за что идет война, даже они задумались, когда русские, ну, россияне привезли тела, а у нас вот такая вот история. Забирать нет, а вот после обменов, а вот тогда, на следующей неделе вы на нас давите, ах, отстаньте, а давайте поэтапно. Выходит Зеленский, говорит, там верифицировано 15%, вообще там начинают ломы, связанные с офисом президента, разбавлять и разгонять о том, что, ой, так это там русских подсунули нам. За что идет война в этом ключе? Хорошо, если русских подсунули, у вас идеальная ситуация. Вы принимаете все тела, идентифицируете их как русских и говорите, ребята, смотрите, что вы наделали. И Россия, Кремль и российская пропаганда садится просто в гигантскую лужу, от которой не отмыться никогда. Чего вы боитесь? Вам козырь в руки дают, полную колоду козырей. Вы же кричите, что надо бороться с российской пропагандой днем и ночью. Смотрите, что касается... Смотрите, война начала задавать последний вопрос. Вот что сейчас происходит. Чего люди не понимают. Процесс сам так организовывается, или его организовывают те же россияне, что вот становятся вопросы, на которые вот как бы надо отвечать. И это не философия, это не Арестович с Баумейстером, там, да, где-то должны умные. Это конкретный вопрос. Меня сняли с велосипеда, когда я ехал с девушкой, 27-летний парень. Дали поддых, забрали телефон. Я даже не мог девушке позвонить и сказать, куда ехать и каким этим самым говорит этот парень. Его там избили, его держали без воды, без хлеба, без телефона. Как бы, да, и не давали ходить в туалет. Внимание. Это ему не нужно слушать Арестовича и Баумейстера. Ему нужно найти конкретный ответ в себе. Почему, несмотря на все это, я должен взять автомат и пойти воевать за Украину? Убивать и умирать, между прочим, в нечеловеческих условиях. Второй вопрос. Вот родители солдата, который попал в списки, россияне в списки начали публиковать. Они смотрят какой-нибудь номер 57. Я заранее прошу прощения у тех родственников, кто сейчас посмотрит 57 в этом списке и найдет своего. Мне первая цифра пришла в голову, так что извините. Давайте даже без 50, пожалеем чувства родных. Какой-то солдат в сотне первой. Родители смотрят, читают, о, это наш. Мы думали, он пропал без вести. Мы не знали, что с нашим сыном. Мы надеялись, что он в плену, но он погибший. Нам отдают его тело. А наше государство его не принимает.
Ему сразу нужно не баумейстера слушать, и не нас с вами, а найти конкретный ответ в своей маленькой деревне, в своем селе, почему он должен сохранять лояльность этому государству, за что он, для чего оно существует, за что он борется. Это же очень предельно конкретно. Это будут, когда его все-таки вернут, я надеюсь, это будет гроб опускаться в землю. Это привычный такой запах сырой земли. Кто вдыхал, тот не забудет, да? Как бы, да, на войне. И вот стоят все эти родственники, они друзья погибшего и так далее. Они должны ответить себе на конкретный вопрос, а для чего все это? Смотрите, если есть этот вопрос, люди готовы еще на куда большие жертвы и ограничения. Вот как советские люди во Второй мировой войне, там, в Великой Отечественной. А когда нет ответа на этот вопрос, люди спички не переломят. И 2 макаронин не пожертвуют, потому что они не знают зачем. Существует огромный аппарат насилия. Владимир Бойко, журналист, публикует данные по СЗЧ, по уголовным делам. 90 тысяч уголовных дел только в этом году. От этого года 6 месяцев прошло. Не прошло еще 5,5. 90 тысяч. Ну, простыми словами, если армия миллион, ну, где-то 1300 СЗЧ. Каждый третий в СЗЧ. И каждый 4-й, 5-й ограниченно годный. То есть он находится в расположении воинской частей, но отказывается, но не выполняет, потому что здоровья не хватает, либо отказывается выполнять боевые задачи. Там где-то сидит балалайки чинит, картошку этот самый чистит. Ну, то есть половина армии не боеспособна по причинам, по которым люди отказываются выполнять обязанности воинской службы. Цифра страшная. Где серьезная дискуссия по этому поводу? Смотрите, дискуссия общественная сводится к накрутке ненависти. Педаль ресентимента нажимается постоянно. Одна и та же схема. Я вот все думаю, когда же она надоест людям, у которых хоть какие-то мозги есть. Да, россияне нас обстреляли. Какие они сволочи. Все нажали эту кнопку во всех, в ленте Инстаграма, в ленте Фейсбука, сволочи россияне, не люди и так далее. Вот погибший МЧСник, вот погибший ребенок. И до следующей итерации. Потом следующее. Мы влупили по ним. Ура, подонки, биологический мусор, как мы их жмем. Ха-ха-ха, Трамп, посмотри, выкуси. Они нанесли ответный удар. Значит, ага, вот опять сволочи россияне и так далее, и так далее. Я вот думаю, когда людям это просто надоест. Это же быть крысой, которые электроды вживили в голову и питают 2 центра. Один центр удовольствия, другой центр подавления. Вот они жмут на педаль, одну и вторую. Получая сильные эмоции, разряд и как бы вот всплеск гормонов, да, и утешение. Потом ночью побомбили, все побоялись, утром клятая русня и так далее. Вот мне просто задается, вам интеллектуально не скучно этим всем заниматься? Ни одной попытки осмыслить истинные причины. Сброс осмысления всегда ведется так. Смотрите, на нас напали россияне, значит, нам все можно. Это главная идея, позиция, которая полностью разжижает мозги и души. Потому что она абсолютно снимает ответственность с нас. Она накладывает запрет и нежелание рефлексии нашего поведения. Что такое субъектная авторская позиция? Неважно, кто на меня напал. Неважно, кто чего от меня хочет. Что я хочу. Какова моя позиция. Где причинно-следственной связи, автором которых я являюсь, или в которые я попал по недомыслию. А ответ всегда такой. А россияне же напали, да что анализировать? Зачем причинно-следственной связи? Что за глупости вы говорите? Голова не включается. Более того, созданы условия, когда она не может и не хочет включиться, потому что уже все заранее понятно. Метарамка, они напали, размышлять не надо. Не надо думать над своим поведением, не надо думать о судьбах Родины. Достаточно крикнуть «Хайль» в чей-то персональный адрес, и все. А теперь позиция интеллектуалов. Вот это вся публика, которая несет персональную ответственность, потому что растерянный народ, он же всегда смотрит на лидеров, власть придержащих, и на, так сказать, дилеров общественного мнения в сомнительных исторических, этических, жизненных ситуациях и так далее. Как она поделилась? Интеллигенция всегда была какова? Ей всегда предписывалась критическая лояльность. Может быть, могла быть полная нелояльность. Что такое критическая лояльность? Я, безусловно, лоялен к родине, но на государство и на власти смотрю с прищуром. На всякий случай. Интеллигенты, нормальные люди, они всегда знали, что если ты сильно шагаешь в ногу и держишь равнение, даже целуясь, скованно одной цепью, то у тебя начинает философская железа сокращаться, и интеллигентская железа. Она отмирает за ненадобностью.
Ты перестаешь мыслить. Ты просто шагаешь строем. Почему? Потому что держать общий дискурс, то есть держать направление мысли, которое задает центральный сигнал на центральных башен, бумаж не надо никакого, не надо размышлять. Надо громче крикнуть «Хайль». Все. И вот они выстроились все вот смотришь, все эти так называемые интеллектуалы, это антипроекта, они мысль сводится к чему? Вот ко всяким визерункам на центральном примитивном сигнале, который я уже писал. Схема «россияне-подонки», биологический мусор. Мы сидим в коридорах, нас бомбят, мы ударили в ответ, и цикл все время повторяется. Никакой попытки поставить серьезный вопрос. И вот когда война от этого устала, и жизнь от этого устала, они начали ставить серьезный вопрос. Избили боевого медика, он ставит вопрос, за что я воевал и воюю. Не принимает Украина тела, вопрос, за что воюем. И вот этот вопрос, за что воюем, он будет все время концентрироваться. Он был такой размытый в воздухе, его ставили отдельно чеченцы, против которых санкции вводили. Но сейчас, на 4-й год войны, он будет конденсироваться в воздухе сам по себе, вот как привидение из ничего собираться и вставать по ночам, в бурные ночи обстрелов, утром на похмелье, будет вставать перед каждым человеком. Зачем это все? Не дошли ли россияне до Днепропетровской области? Это фигня все. А зачем это все? Зачем это все? И я не устану сводить к этому вопросу все наши передачи, сколько бы их ни было, потому что это единственный способ достучаться, чтобы свечка на ветру зажглась. У кого-то почти погасшая. Хоть одно сознание пробудим один раз. Понимаете, да? Когда появится ответ на этот вопрос, появится все, о чем так плачут все эти интеллигенты, все эти центральные сигналы. И мотивация, и способность остановить войну, и там, значит, способность произвести все виды вооружений, и организация в армии, и прочее, прочее, прочее. Все появится и в тылу. Мы же не способны организоваться по одной простой причине. Потому что не может организоваться царство, которое работает на разделение. Нет центральной идеи, все распадается. Есть такая детская игрушка «Пирамидка». Палочка такая, на нее надеваются шарики, получается пирамида. Не шарики, а кольца. Вот у нас есть много разноцветных колечек, которые все оборачивают. Нет палочки, на которой надевается. Нету ее. Объясните, что объединяет одессита и сторонника антипроекта, который там кричит «Бандера, Бандера». Какая идея? Объединяет жителя Сум и жителя Крыма, который выехал в 2014 году и где-то пытается мыкаться там где-то в районе Винницы. Какая? Разное понимание истории. Разные языковые предпочтения, разные великие истории, разные объяснительные схемы, разные символические ряды, символический этический капитал разный. Разная трактовка всего, что объединяет. Хорошо, боязнь Кадырова. А если наши ведут себя как Кадыров, тогда что? Многие скажут, что это оправдание предательства. Собственно, так и говорят. Какого предательства? Кто кого предал? Родины. Родины? Кто предал Родину? Когда мы говорим о том, что как Родине стать лучше, это предательство Родине? Мы говорим, Родина, ты заблудилась. Для того, чтобы решить все свои задачи, включая проблему войны, надо бы разоблудиться обратно и раз, два, три найти ответ на вопрос, зачем это все. Потакать Родине в ее ошибках, вот это и есть настоящее предательство. Отдать пощечину Родине и сказать: Родина, смотри мне в глаза. Ты поперла не туда, Родина. Ты уже не Родин, ты чума, ты посмотри на себя, что ты творишь, Родина. Вот это, по-моему, про Родину и для Родины. Я 30 миллионов гривен личных передал силам обороны Украины. Забрал у своих детей и отдал силам обороны Украины. Против меня ввели санкции, были заблокированы все карточки. Мои друзья военные сейчас пишут: помоги хоть гривной, а мне нечем помочь. Родина записала меня в предатели и лишила меня возможности помогать ее же военным. Родина не хочет 2-3 пощечины, чтобы немножко одуматься. Кто может заставить Родину одуматься? А никто.
Человечество, как и человек, учится только двумя путями. Либо путем сознательной работы над собой, и это очень тяжелая история, либо через кризисы и катастрофы. Никакой сознательной работы в помине не собирается, значит, будет кризис и катастрофы, и мера кризисов и катастроф всегда соответствует глубине вопросов, которые перед ним стоят. Поскольку вопросы экзистенциальные, фундаментальные, значит, и кризис будет фундаментальный. А то, что происходит очень далеко еще от фундаментального кризиса, будет много-много хуже. Иначе они не поймут просто. Смотрите, если Украина сейчас побеждает, значит, все было можно. Можно было избивать ТЦК, можно было коррупцией заниматься, можно было выжимать бизнес, можно было преследовать людей, можно плодить психологию ненависти и ресентимента. Все можно. А если это в мире можно, нахера такой мир нужен? Простите. Если все это можно, зачем он тогда нужен? Поэтому этого всего нельзя. И сам мир, само течение жизни, развитие этих событий должно показать, что этого нельзя делать. Нельзя. А все, кто это делал, шкуркой своей должны убедиться, подтереться и убедиться, что так вести себя нельзя. Нельзя, понимаете? Потому что, как это, мера вашего беззакония, переполнила людей, терпение людей на небе и Бога, вернее, людей на земле и Бога на небе. Алексей Николаевич, Все, кто это творил, должны очень крупно поквитаться. Иначе утвердится мысль, что это все было правильно и это все можно, а так не должно быть. Мединский вышел сегодня и говорит, смотрю я в глаза, ну, поделился новыми впечатлениями о вот стамбульских встречах. Мгм. Смотрю в глаза нашей делегации, сидят военные. Форма, говорит, на российскую похожа, лица русские, ничем не отличимые. А в глазах читает, ну, не то что усталость от войны, но, в общем, не хотят воевать. Посылать это офицеры, посылать своих подчиненных на смерть, потому что любой офицер, посылая там, ну, ниже по званию военнослужащего, он как бы, его задача природная офицера, говорит Мединский, это близко к тексту, я пересказываю его посыл, он для того, чтобы, ну, как бы сберечь жизнь своего подчиненного, вот если так короче, без философствования. И понятное дело, что Мединский умеет завернуть, все сразу уличили его в какой-то, ну, специальной словесной форме. Словесная операция? Да, то есть это вот Да. специально. И вот вообще сейчас все видят, ага, начинается открываться какой-то неведомый фронт с этими Мгм. телами, с этими заявлениями, что вот сидит и прям жаль ему украинскую делегацию, потому что там от них не зависит, они бы, если бы могли, уже тоже все закончили. То есть вот это и россияне играют в такую игру. Однако ситуация в вооруженных силах Украины сейчас все дальше и дальше больше напоминает определенное, знаете, есть такой двухконтурный котел, да? Один контур горит, это там, горячая вода, другой контур горит, это отопление. И вот у нас есть две армии фактически. Одних не жалко бросать на посадку, на мясо, на фарш. Другим, вот смотрите, новая техника, красивые, как черепашки-ниндзя, все в выправке. Корпуса им создают, идеологически поддерживают, пиарят, рассказывают, какие они мощные, классные и сильные. А вот эти, другие, да, они как бы с дурными приказами, с там, уродами-командирами, дают взятки, бегают в СЗЧ. Как это все умещается в этой одной офицерской голове или там в этой одной паре глаз, которая сидела в том числе напротив Мединского в Стамбуле? Ну, смотрите, из них принято лепить героев, но большинство офицеров украинских и генералов особенно это ссыкуны. Когда рассказывают, что они герои по войне, народ, вы не понимаете, в какой системе они находятся. Начальники сверху, начальники справа-слева, ДБР, военная прокуратура, военная контрразведка, сама система, машина, которую они спрашивают, просто мелет. Они выполняют свою работу, которая поделена между многими, действует система. Встал утром, поднялся, заступил на дежурство, принял, доложил, справку написал, там бой спланировал, куда-то там побежал, в зависимости от уровня органов управления. И им просто некуда деваться. Офицеров, проявляющих чистый героизм, очень мало. К тому же офицерский героизм очень специфичный. Это не прыгать в окоп и не бежать по нему с пулеметом, радостно стреляя вперед. Это немножко другая история.
Офицерский героизм – это воспитать леопарда, посадить его на цепи, и по команде фас он кусает, по команде стой он стоит. Только ты один, а их там 115, рота. Вот это героизм. Отвечать за все аспекты их жизни. В первую очередь морально-волевую составляющую. А леопард все время хочет обернуться и тебя куснуть. Он всегда недоволен. Вот. И генералы полностью проиграли войну офису президента, этим смешным гражданским чувакам из КВН. Это один из центральных вопросов, которым следовало бы задаться по войне. А как так вот эти все герои страшные, начиная с Залужного, полностью продули политик? Причем каким политикам? Это же фуфло все. Это же не политики. Как так получилось, что страшные герои-генералы, воюющие 11-й год, противостоя страшной России, заходят в офис, да, переодев штаны задом наперед, расстегнув заранее ширинку? Что не нашлось генерала, который нарявкает в ответ и объяснит, что так воевать нельзя? Что способ боя, который избран, политические задачи, которые ставятся, губят армию. Конкретно речь идет о том, чтобы не сдавать линию соприкосновения. Это означает, что мы подарили россиянам главный козырь, они всегда знают, как мы будем действовать. А главное, за что борются на войне, это внезапность, непредсказуемость. Это единственный способ, который позволяет действовать эффективно. У нас нет внезапности, потому что они всегда знают, что мы будем делать. Мы будем держать позицию. А потом, когда ее возьмут, мы будем отбивать позицию. Половина погибших минимум, на этом идиотском приказе. На этой идиотской установке политические генералы, по-хорошему, надо было собраться всем кагалам, прийти в этот офис и сказать: ребята, мы так воевать не будем. А мы предлагаем вот дельно, никакого военного переворота, ничего. Просто дельно предлагаем вот так и вот так. В Германии есть Академия сухопутных войск. И там мрамором выбито знаменитый приговор военного суда времен Семилетней войны. Фридрих Великий, полководец-солдат, который там последний взрыв в Европе политический, исторический. Он из Пруссии, которая была, опять же, стужа Молдову, в то время сделал сверхдержаву. Это последнее, что перед этим был Петр. Последнее, что удалось в Европе. Отколотил Францию, отколотил Австрию, да, отвоевал кусок, создал прообраз прусской, вернее, будущей империи. Так вот, 7 лет воевал, гениальный полководец. Так вот, там был кейс, когда одного майора конной артиллерии, которого король сказал, он же полководец, стоишь на этом холме и стреляешь во главного противника во время битвы. Как несколько раз прискакивал гонец и говорил, надо бы сменить, ну, от полководцев рангом пониже, там, от генералов, да, смените позицию, потому что битва потеряла свой рисунок, надо уже в другом месте, в другую сторону стрелять. Его Величество приказал стоять не здесь. И достоял до конца. Его судили. И он на суде говорит, секундочку, вы за что меня судите? Я выполнил боевой приказ, отданный мне одновременно моим королем и моим главным, верховным главнокомандующим. Одновременно. То есть он и командир войска, и король. На что ему военный прокурор ответил, или судья, по-моему, и вот это изречение там висит. Его Величество дал вам погоны майора, чтобы вы сами принимали решение, какие его приказы выполнять, а какие нет. Вот это офицерская доблесть. Где она, эта доблесть? У нас нет этой доблести в стране. Из 18 украинских философов, которые могли порождать свободную мысль, 15 выдавлены доносами своих студентов и своих преподавателей. Андрея Баумейстера выдавили из Киевского университета философского факультета его студенты. И начальник будущей, это автор монографии года, это один из членов редакционной комиссии Европейского словаря философии и так далее, и так далее. Выдавили по доносу, что якобы пророссийские нарративы. И человек, который все свои философские работы написал на украинском языке, развил украинский философский язык. Гордость. Ради него в Московском университете на философском факультете создали специальный кружок изучения украинского языка для того, чтобы читать его работы в подлиннике на украинском языке. Российский философ из МГУ. Так вот, а его книгу, не спросясь, выдали, пиратским образом издали в Москве, и это послужило предметом доноса. Тот, кто организовал эту травлю и выдавил Баумейстера из страны, возглавил кафедру истории и философии. Через 3 месяца его ловят его же те же студенты-доносчики, ловят на плагиате. Причем он защитил свою докторскую на аспирантской работе
из московского источника, какого-то аспиранта философского факультета МГУ, там, по-моему, и так далее. А почему на плагиате? Потому что после запрета пользования российскими источниками поисковые системы перестали смотреть российские источники. Весь украинский плагиат пошел из российских источников. Студенты его обнаружили, был грандиозный скандал, где он там сейчас, кто его знает. Вот это символическое отображение того, как действует современная Украина. Цитируя покойного Гузара, кардинала, наши все беды от аморальности, а все остальное потом. Украинские беды современные от двойной аморальности, даже тройной. Они не выполняют должную мораль, мораль общего блага. Они придумали ложную мораль, и они не верны даже ложной морали. Придумки, это искусственные, трухе, да, вот это вот гнили, это они не верны даже гнили. Ах, если бы они были верны хотя бы гнили. Они не верны свету, они предают и гниль, которую избрали себе в качестве знамени. Вы говорите, что есть лакированные бригады, а есть пехотинцы, которые там умирают в посадках. А как вы хотели? Украинская система устроена как османская в свое время, только гораздо глупее. Это как аяты вернее, раяты и аскери. Податное и неподатное сословие. Одни привилегированные, которым можно больше, чем остальным. Или почти все. Там тоже своя пирамида. Другим ничего и смерть в посадке. И то же самое в армии. Армия буквальный срез общества. Как в общество стратифицировано, так и армия стратифицирована. Там не может быть ничего другого. Она болеет теми же болезнями. И потом вот эти вот лакированные черепашки, ниндзя, приходят и начинают рассуждать в комментариях. Да хули там этот медик, он вообще не соображает, как там, да, что все должны пойти воевать, да, перевоевать, готовьтесь к мобилизации женщины 18 лет и так далее, и так далее. Вот. Интеллектуалы дерьмо, намазанное на сапог вот этих лакированных, которым подлизывают, сосредотачивают, потому что ох, они герои, ох, какие они герои-перегерои, и так далее, и так далее. Вообще, эта страна, эта система, вернее, Украина прекрасная страна, замечательные люди, еще были 3 года назад. Природа, она одарена, это Господь поцеловал эту землю. Но когда сделали ставку на расчеловечивание и на ненависть вместо любви, это был где-то май, вторая половина мая 22 года. Я костями ложился, чтобы этого не произошло, чтобы мы пошли другим путем. Когда пошли этим путем, акулка, там туристы и так далее, все стало ясно, к сожалению. Была еще надежда цепляться когтями, как-то, чтобы не дать этому соскользнуть. Страну за 3,5 года превратили в дерьмо, мешок с дерьмом. И ходят по ней мешки с дерьмом абсолютно подлые, аморальные, фальшивые, сгнившие изнутри. И основное их занятие – обсирать друг друга. Никто же ничем другим не занимается. Это страшная трагедия. Если бы я был равнодушен к Украине и к людям, я бы не говорил об этом. Я бы закрыл страницу. Но я говорю вам, это страшная трагедия. Авторами этой трагедии является каждый из вас. Друзья, чтобы не терять мысли Арестовича, чтобы учиться самому думать, QR-код, который возле него на экране, это его школа. Переходите, интересуйтесь лекциями, семинарами. Суммы, получается, сдают, Безуглая нам написала. То есть, конкретно сдают. Вчера выходит губернатор Сум, говорит, слушайте, эвакуации областного центра нет. Мы тут там 200 сел, в общем-то, эвакуировали. Смотрите, как хорошо проводится эвакуация. Сняли видео, как козочек, курочек, утят вместе с пожитками в Сумской области отправляют. И все. 5 человек, правда, не стали уезжать. Говорят, не поедем. Говорят, что такое? ТЦК боимся. Ну, их, конечно, записали в предатели, которые родину не хотят защищать, поэтому они остались в этой 5-километровой зоне, и сейчас там идет продвижение вперед. Но Сумы эвакуировать нет. Если люди хотят, конечно, но вообще эвакуации нет. Мы верим нашим вооруженным силам, все нормально. Это вот транслировал вчера губернатор. Безуглая же пишет, что прошлый губернатор про этого не пишет. Ну, понятное дело, что возможно и этот, потому что сейчас выделяются деньги в Сумах на строительство каких-то объектов, дорог и так далее. И фортификации, да, невозможно проверить, а как они там были, они не были, они есть они на карте, какие они. Проще сдать территорию. Об этом нам сейчас народный депутат поведал. Прямо, фактически сказав причины вот такого обрушения. Это ведь тоже
элемент гнилости. Есть такая бритва Оккама, которая говорит, не плодите сущностей, философский принцип, если это объясняется уже наличными сущностями, не создавайте нового. Есть бритва Хеллона, которая говорит, что не надо объяснять заговором то, что объясняется дуростью обычно. Мой приятель хороший, Давид Гендельман, израильский военный эксперт, даже не приятель, а друг, он единомышленник, много-много лет, которому 50 лет исполнилось, мы его заранее поздравляем. Он говорит, я бы дорого заплатил, если бы это было предательство. Предательство – это гораздо легче. Это значит, какой-то подлый шпион разумно построил ситуацию. Значит, система в целом здоровая, просто пробрался предатель. А когда это не предательство, а тупость, это гораздо хуже. Это система гнилая. Тупость гораздо хуже любого предательства, поверьте мне. Я не знаю, сдают ли там суммы, может, в конкретном случае сдают, и у Марьяны есть какая-то там страшная информация, но все гораздо проще. Посмотрите. Когда заперлись в Курскую область наши героически воевать, Сумская область стала прифронтовой областью, тыловым районом крупной операции оперативно-тактического уровня. Это что значит? Там должен быть выстроен тыл на глубину в 3 раза больше, чем на глубину, на которую мы зашли в Курскую область. Это все должно стать сплошным районом, особым районом с особым режимом логистическим, безопасностным, транспортным и так далее, прикрытым ПВО, всесторонне прикрытое, с особым контрразведывательным режимом и так далее, и так далее, и так далее. Уж фортификации и обеспечение там должно было быть, мама дорогая какая. А где это все? А нету этого всего. Там у нас награждение бригады производят, по которой потом прилетает Искандер в центр города. А почему нет? Вот вам еще один последний вопрос, который начинает ставить перед вами война. Как это так получается, что за 3,5 года и за год Курской операции вы не сподобились создать тыловой район для обеспечения наших сил и средств, воюющих в Курской области? Вот вы не задаетесь правильными вопросами. Вы кричите: Зеленский молодец. Военные герои. Где тыловой район? Е- Врачи-герои, медсестры красивые, больной умер от аппендицита. Не сделали простейшую операцию. Ну, вот так получилось, как бы, да, просто бухали и праздновали, да, и не вышло. Хорошая больница или нет? Те, кто ее критикуют, предатели или как? Ну, посмотрите, народ, все очень просто. Противник в 20 километрах от Сум. У вас был год на подготовку укреплений. Это даже если не считать первые 2 года войны, когда началась Курская операция. Этого нет. Или если есть, то некачественные. Какие вам нужны оправдания? Я вообще не понимаю, как возможна общественная дискуссия и о чем говорить после того, как гособоронзаказ за 2024 год будет выполнен на 45% вместо 125%. И об этом еще что-то продолжают говорить. Эта цифра последняя. После нее общественная дискуссия должна была прекратиться. Оправдание системы должно было прекратиться. Это совершенно очевидная вещь. И должен был встать вопрос, почему и что и как делается эта система. Потому что дальше так нельзя. Ее как будто не было. Никто не наказан. Нет расследования. Виновные не названы. Никого не ужасает цифра, что на 4-й год, 3-й год войны закончился выполнением гособоронзаказа, то есть вооружение, которое должно было Украина произвести для украинских солдат, меньше, чем на 50%. Если ты идешь в магазин 10-летним ребенком, мама просит купить 20 яиц, ты приносишь 8 и потратил все деньги. Тебе мама будет какой вопрос задавать? Как в Яралаше, где кефир, да. Сынок, ты долба? Она спросит. А Алексей, здесь не про яйца, здесь про жизнь и смерть ваших родственников и друзей. Вы же пишете одновременно в соседних постах: наши герои в окопах и так далее. И Зеленский такой молодец, так их поддерживает. Зеленский не выполнил, не дал вашим героям половину вооружения, которым они сражаются на фронте. Не дал. И не дал мне дать, ввел против меня санкции. Ну, виноват Трамп? виноват Трамп. Да, потому А что потом, смотрите, мы возвращаемся к началу передачи. Они будут говорить: мы ничего не знали. А что вам надо было знать? Цифру невыполненного гособоронзаказа вам ее показали открыто и 700 тысяч раз назвали. Что вам еще нужно не знать?
Виноват Трамп. Зеленский всю неделю обвинял его, что, ну, идут удары по Украине серьезные. И, в общем, Трамп чуть ли не одобрил эти удары, говоря о том, что спецоперация вот этой паутина, Украина дала повод, чтобы бить, ну и разбомбить ее к чертовой матери. Ну Мгм. и говорит, что мы там должны сейчас в таком периоде находимся, сейчас вот как в спорте, хоккеисты подерутся, мы там посмотрим. Там же какая история? Хоккеисты, когда дерутся, судьи не вмешиваются. Один падает, и тогда уже они там начинают разнимать и все остальное, и вот там кого-то удаляют или не удаляют. То есть даем подраться. А Зеленский говорит, мы не дети в песочнице, 20 тысяч снарядов против шахедов передали на Ближний Восток, а не нам. Мы просим, мы хотим купить ПВО с дырой в бюджете и с дефолтом, фактическим объявленным дефолтом. Мы готовы купить все ПВО, ПВО нет. Вместе с этим мы сбиваем 400 из 500 целей. Вот сегодняшняя статистика, это просто что-то, фантастика какая-то. Все кинжалы сбили. Там вот эти X-31 какие-то, ну, в общем, там все, всю номенклатуру, все поразили. Люди уже в Украине уже так ухмыляются, переглядываются. Ну, да, все сбили, конечно. Все прекрасно понимают эту орловскую историю. Но виноват Трамп. Это сквозит из его интервью ABC News. И, судя по всему, подготавливается почва. Если мы проиграем, то из-за него. Глобальный план глобалистов вскрывается. И Рютте, который сегодня выходит и делает заявление о том, что, знаете, НАТО как-то против прекращения огня. Ну, зачем? Иначе, вот если прекратить огонь, у России будет много оружия и обученных солдат, они представляют угрозу для НАТО. Поэтому пускай воюют. Из этой ситуации, кажется, нет выхода. Или есть? Почему есть выход? Выход есть всегда. НАТО плохое и коварное. Оно говорит, воюйте, мы вам будем кое-как помогать, но у России мы закупим нефти и газа на сумму в 2 раза больше, чем мы этот сам. А также через пятые руки они получат наши элементы технические для своей вооружения военной техники. Вот. А, Ну, так НАТО могло бы стоять в этой позиции, если бы мы не согласны были воевать за все это. Нет. Трамп виноват. Это Трамп не выполнил гособоронзаказ на 45%. Трамп не принимает тела погибших. Трамп не вырвал укрепления в Сумах. Зачем вам Трамп? Трамп может вам передать все вооружение американской армии, вы все равно не сможете им воспользоваться. Потому что если система гнилая, она любое количество ресурсов использует не так. И все-таки, Угу. и все-таки, какие у Зеленского отходные пути? Кажется, один он себе нарисовал. Обвинить Запад и И, и, принимать плохие условия России. ну, как бы он понимает, что если он примет плохие условия России, его похоронят те, с кем он заигрывал. Лакированные черепашки из модных подразделений. Ну, какие у него варианты? Если совсем сильно, как это, обвинит Запад, то некуда будет убегать и прятаться. Поэтому он будет говорить, что да, в основном Запад, но что? Сейчас главную ключевую людоедскую роль играет Европа. Макрон там и все прочие товарищи. Потому что если бы они перестали поддерживать Зеленского, то он был бы вынужден договариваться. Сохранять жизни, сохранять территории, сохранять там остатки экономики и прочее, прочее. Потому что это бессмысленная история, она ни к чему не ведет. Она не ведет к позитивному результату, как мы с вами неоднократно... Если бы был бы позитивный результат или сама возможность позитивного результата, можно было бы бороться. Но нам что, какой единственный аргумент у них остался? Он звучит так, что мы должны выбрать на поле боя более качественные условия у России. Мгм. А как вы их выбираете? И что считать качественными условиями? Вы скажете, а Россия почешет нос и скажет, ну да, вы так классно воюете, что мы, наверное, не пойдем за пределы Донецкой и Луганской области, но просто вы положили еще 300 тысяч убитыми там, да, за это. Это классные условия? Для Что считать, Зеленского вполне нормально. что считать классными условиями? А как вы думаете, если мы положим еще 300 тысяч убитых третьих составов действующей армии, то сколько останется зачешников и этих самых, и дезертиров, и, там, и прочих ограниченно годных? Это же разлагает армию. А разложенная армия не удержит территории. То есть, по сути, мы в замкнутой петле.
И она очень легко обнаруживается на логической двухходовке. Просто думать никто, как и запрещено в Украине с некоторых пор. Вот недавно было сколько-то там лет роману Оруэлла, 1984 год. Спрашивают, Украина тоталитарная страна? Она чистая тоталитарная страна. Тоталитарная страна – это страна, которая предписывает определенный тип мышления, а любой другой тип мышления что? Подавляет, репрессирует. Вот вам, пожалуйста, признак тоталитарной страны. За что воюют две тоталитарные страны, Россия и Украина? Опять же, Россия всегда может ткнуть двумя вещами. Она говорит, у нас мужиков ТЦК не хватает, военкоматы, и у нас свободный выезд за пределы страны. И это правда. Так кто кого перетоталитарил в этой ситуации? У Зеленского нет пути отступления. Зеленский понимает, что конец у него один. Он будет его оттягивать и похоронить столько людей, сколько надо, чтобы он прожил еще немного. Это как древние боги такие, которые старели, дряхлели, а потом подпитались кровью и снова молодые. И вот так вот раз за разом. Вопрос не к богам. Вопрос к молодым, которые готовы себя приносить в жертву всему этому. Зачем? Зачем вы идете умирать или хвалите человека, который вам оружие не дает? Он вас посылает в бой и не дает вам оружие на 55%. То есть из 100 единиц вооружения он вам не дает 55. Вы сумасшедшие? Вы сумасшедшие? Вы не можете сложить, вернее, как это понять, что такое 55 и 45? Приходят новости Да. о том, что на одного украинца 10 россиян. Это такое соотношение сил в Днепропетровской области. Ну, как пишут, возле, на границах, хотя россияне говорят, уже в Днепропетровской области строят буфер. Это говорит, опять-таки, командир батальона беспилотников, Черная Запорожцы, 72-я бригада. Ну, вот говорит и говорит, понимаете? И многие, в том числе сегодня был разговор у меня с вашим другом, которых вы только что вспоминали, недавно был юбилей, израильским военным экспертом Давидом Гендельманом. Он говорит, ну не может Россия захватить, взять, сил нет. То есть мы видим соотношение сил, а у России сил нет для каких-то крупных прорывов, только если пролетит какой-нибудь черный лебедь. Ну, смотрите, военная аналитика вещь, конечно, замечательная. Однако, если сил нет, почему удается вот это прогрызание фронта и движение все дальше и дальше на запад? Давайте начнем с самого начала. Эффективность использования людских ресурсов. Сегодня вышла Федишин, да, это же народный депутат Ирина Федишин, которая говорит, у нас из миллиона воюет 20%. Тогда получается 200 тысяч у нас на фронте. Правильно? Ну, допустим, она погорячилась, у нас 350 из миллиона. А российская группировка меньше 700 тысяч и все время наступает. Первый вопрос. А как так мы эффективно используем человеческие ресурсы? Что у нас фактически под ружьем миллион, а воюет 300 тысяч, там, ну, 200, как говорит депутат. Надо спросить, откуда она взяла эту цифру. Ну, давайте так. Это, так? я просто сразу поправлю, чтобы там, ну, а то, знаете, напишут, будут ерничать в комментариях. Это Федиенко, Федиенко, и да, это он. Да. Это он. Перепутал. Ну, да. вот Федиенко, давайте его спросим. Фетишин замечательная певица. Да. Приносим ей свои извинения за то, что за то, что да. Так вот, смотрите. Вот сесть бы так, это развернуть эту бумажку и посмотреть, а где каждый из этого миллиона? И зачем вы гребете по 200 тысяч, по 20 тысяч каждый месяц, как бы насилуя людей, засовывая их в автобусы и заставляя воевать, если вы миллион организовать не способны как следует? Вы говорите, у россиян под расстрелом все и тоже есть СЗЧшники? Да, но почему-то они 700 тысячами умудряются наступать на миллион. Значит, кто эффективнее? И постоянно наш миллион говорит, да их же много. Они прут как тараканы. Их всегда больше, чем нас. Нам все время не хватает. А как так получается? 700 тысяч на чужой территории наступает на миллион, который обороняется на своей, и все время в численном преимуществе. Вот этот вопрос бы задать системе. Страшный верховный главнокомандующий мог бы собрать генеральчиков за круглым столом и сказать, генеральчики, а как так получается? Ну, почему у них 700 тысяч наступает и все время на ключевых направлениях у них преимущество количественно и качественно, а нас миллион и все время мало, все время не хватает. При том, что они же на внешнем кольце, а мы на внутреннем кольце обороняемся.
Такая неприятная штука. А еще учитывая, что они все время делают карманы, то есть они каждый участок фронта, забирая в 2 обхвата, в 3 раза увеличивая длину линии соприкосновения, нуждаются в большем количестве частей. И все время у них количественное преимущество. Как же так организуют людские ресурсы, товарищи? А потом мы смотрим, сколько у нас полиции сейчас МВД? Вот у нас говорят о призыве женщин 18-летних. Но, например, документы проверяют пограничники мужчины. А могли бы женщины. Например, ходят, говорят, да, есть полицейские бригады, которые не на жизнь, а на смерть, честь им и хвала. Как бы, да, есть такие бригады. А остальные 300 тысяч полицейских в тылу, здоровенных мужиков. Программист должен пойти помереть за них, который там, или бариста, который в жизни автомат не держал. Стать Рексом, волком. А полицейские, специально призванные, давшие присягу, тренированные, они что, они как? Они страшный тыл охраняют от ужасных диверсантов? Всем вот прямо всем этим кагалам в 200-300 тысяч человек? Поэтому у нас крайне порочное начинается с главного, с неправильного использования людских ресурсов. Все время не хватает. Что касается, нету сил у россиян на крупные прорывы. А зачем им крупные прорывы? Вот этот прорыв на Сумму – это крупный прорыв? По километрам нет. Ну, объективно. Смотрите, фишка же не в этом. Фишка в том, что российский способ войны, построенный на перемалывании живой силы и закошмаривании тыла, приводит к тому, что в тылу начинается дело не во фронте, хотя и фронт медленно отступает. Они приводят к тому, что у нас там 90 тысяч уголовных дел за СЗЧ в первое полугодие 2025 года. Это способ войны, который разрушает изнутри Украины. Он порождает социально-политические процессы и общественные, которые разрушительным образом действуют на Украину и ее граждан. Российский способ войны привел к тому, что 6 миллионов мужиков не становятся на воинский учет. Здесь гораздо больше вины украинской власти, но и российский способ тоже. Так это куда более эффективный способ подавить противника, чем там ланцетом попасть в машину, которая едет вдоль линии фронта. У нас же не замечают. Есть натовская стратегия, российская, китайская, американская, предусматривает операции базовых эффектов, только они по-разному называются. Это означает, что смотреть надо не на непосредственно пораженную цель или захваченный рубеж объект, а на эффекты, которые вызываются. Эффект очень простой. Подавлена мобилизация в Украине. Она идет крайне скверно. Очень плохо используется и организовывается людской ресурс. Не может быть достаточно эффективно организовано военное производство, строительство сооружений, фортификаций. И противник на каждом участке, где ему нужно, имеет количественное преимущество. 1 к 10, говорят, прут и прут. Никто не берется ответить на ключевой вопрос, как 0,7 может наступать на единицу и иметь при этом что? Количественное преимущество там, где ему надо. Может, вы, россиян, поучитесь этому, организации людских ресурсов для начала, чтобы жаловаться про то, как вы вот на жизнь на нас противостоите. Смотрите, мы с вами за сколько? За полчаса передачи накидали последних вопросов за час, после одного из которых все эти верховные главнокомандующие должны были застрелиться, и все эти генеральчики. Ничего, сидит целый РНБО, там вводит санкции, жирные, годованные, да, лоснящиеся, и им нигде не чешется. Им нигде не чешется при ответе на вопрос, как так получается, что 700 тысяч наступает на миллион. В обороне это можно быть по классике 1 к 3 в меньшем количестве. По идее, эти 700 тысяч успешно должны были сдерживать наши 250. А у нас миллион их сдержать не может. Да как же так? Алексей Николаевич, М. я хотел бы продолжить таким неоднозначным. Вот эта вот ложь, а вы в самом начале нашего сегодняшнего эфира четко обозначили, что врут, да, то есть врут. Вот эта ложь, она становится куда более, ну, такой болезненной. Мгм. Появляются учебники по украинскому языку для восьмиклассников с Берлинской. Вы несколько раз повторили, это ее вот это последнее заявление, что 18-летние готовьтесь, и женщины тоже давайте. С Притулой, великим волонтером, Чмутом, с художником, который великие картины нарисовал, как Санта-Клаус летит над Кремлем и бросает ракеты, или, например, там ТЦК, да, там аббревиатура.
типа центр кращих. А, И вот детям прям вот ну, учат вот так любить украинский язык. В этот учебник попал Ющенко, в этот учебник попал Порошенко и Зеленский, который вот в 2019 году не умел говорить на украинском, а сейчас научился. И этот новый учебник, конечно, захейтили все, от патриотов до таких людей, которые вообще ничего не поняли, что это такое. Но появилась очень такая интересная история, что это вполне себе, ну вот 8 класс, сколько им лет, пройдет какое-то время, и вот они вырастут, эти молоднячок этот, да, если останется Украина, если останутся в Украине, если, ну и так далее, ну и проголосуют за них. То есть это материал в учебнике своего рода имиджевая, в том числе и политическая реклама. Слушайте, но никто выборов от Зеленского не требует. Но такое ощущение складывается, что вот эта система, этот режим, он настроен исключительно на перерождение себя. Как вам кажется, Зеленский, он получается, ну, без всякого, он с нами надолго? Смотрите, давайте по порядку. Мне часто предъявляют, и прямо сейчас в комментариях предъявляют, что вы, Арестович, презираете украинцев. Друзья мои, я презираю украинцев. Я вам в лицо говорю, что я вас презираю. Вы фуфло. Полнейшее фуфло, дерьмо, которое надо выйти, просто стыдно вытирать с сапога, там где-то преступок какой-то, потому что вляпался и пошел дальше. Потому что вы не только не можете ответить организационно, идеологически, этически на последние вопросы, вы даже стыдитесь их поставить. Кто-то же издавал этот учебник, кто-то же его подписывал. Оксен Лисовый, родители которого посадили там в тюрьму, и они, вернее, в Сибири, они выросли, этот самый, выросли, он вырос в засылании, да, а теперь применяет те же методы, что КГБ применяло к его родителям, к украинским детям, запрещая им говорить на русском языке или на родном языке, на этих самых, и плодя сосательные учебники, да. У человека, как говорил мой старшина, только два врожденных инстинкта – сосательный и глотательный. К 18 надо бы определиться. Вы определились, у вас сосательный. Вы сосете у Зеленского, у Притулы, у Стерненко, у Берлинской. Кто вы такие? О чем с вами говорить? Вы полнейшее фуфло. Дерьмо, а не фуфло. Ни один уважающий человек, австралиец или альфа-центаврянин с вами на одном гектаре срать не должен сесть. После этого всего. Я с вами разговариваю по одной простой причине, потому что я в вас еще верю. Я знаю, что морок, который вы на себя добровольно навели и приняли, это не приговор, что в человеке добра больше, чем зла, и вы можете еще одуматься, но вы не хотите одуматься. Какая революция достоинства? Вы должны были бы сгореть от стыда, когда у вас в стране такие учебники выпускают. Как вы позволяете всему этому существовать на ваших телах, на ваших гробах? Как вас можно не презирать, скажите мне, пожалуйста. Но если бы я презирал, я бы не вел эти программы и свою деятельность, я бы этим и ограничился. Но я с вами разговариваю, я вас презираю для того, чтобы вы одумались и стали людьми, которые вспомнили про то, что они люди, у них какое-то достоинство есть. Вы же дребшей, с вами же, на вас же стыдно смотреть. Посмотрите на себя. И вы это еще восхваляете. Весь этот сапог ТЦК, все эти фуфловые учебники, которые вам на голову надевают. Все это дело на разговаривание на украинском языке, который, интимно с лучшими друзьями можно перейти на русский только. Все эти аресты малолетних музыкантов за то, что не ту музыку поют. Вы посмотрите, во что вы превратились. Какой войной вы это оправдываете? Зачем вам воевать? За что вы воюете? За систему, которая вас в скотов превратила? Приучила к добровольному самоунижению? Вы совок клянете? Совок в 150 раз свободнее был, чем вы. Вы отрыжка совка. Отрыжка. Дерьмо на советских сапогах из мордовских лагерей. Вы рассказываете, что там замордовали Стуса, так вы же мордуете новых будущих Стусов, которые сейчас бегают в 3 класс и вынуждены это все поедать. Кого вы растите? Кого вы растите? Павлик Морозов в 5 раз менее позорная ситуация, он хотя бы за идеологию был, чем вы с этими вашими новыми учебниками. Что касается Зеленского. Зеленский навсегда, пока украинцы не поменяют, пока им не станет очень сильно стыдно, и пока он не поменяет
не поменяют тип мышления, способ мыслить, осмыслять, что с ними происходит. Потому что не существует оправданий и не может быть оправданий, когда взрослый человек, которому говорят, не выполнен гособоронзаказ на 40, на 55%, говорит, ничего, в целом, зато мы праведно воюем и в целом туда. Но такого человека невозможно спасти, он может спасти себя только сам. Которому вот такой учебник приносять домой дети, а папа говорить з мамою, ну що, варто просто припинити розмовляти російською мовою. Це запорука нашої перемоги. І вивчати цей учебник що сторінці. Понимаете? Вы дерьмо, вы в полное фуфло безоговорочное. Я не презираю слова такого нет, как я к вам отношусь. Но я с вами все еще разговариваю, заметьте. По одной простой причине. Я все еще в вас верю. Я верю, что вы опомнитесь однажды. Перегорите от стыда, и тогда можно будет собирать что-то до кучи. Потому что это даже не дерьмо. Это блевотина, которую псы обратились, сожрали и выблевали снова. Ни один нормальный человек не может такого терпеть. Ни один нормальный человек даже молчать об этом не должен. А вы не просто молчите, вы это одобряете, вы под это подписываетесь. Кровью, деньгами, словесами своими про то, как праведно мы воюем с биомусором, какой генетическими рабами. Я не знаю, какие там генетические рабы россияне, но вы рабы рабов. Полное дерьмо. Дерьмо. Мерзость, понимаете? Мерзейшая, вот есть такой замечательный роман «Мерзейшая мощь» у Клайва Льюиса. Так вы мерзейшая немощь, если глотаете такие учебники, обращения ТЦК и ведете многоуважаемую дискуссию про то, что это поодинокие выпадки, прекрасно зная, что это никакие не поодинокие выпадки, и поощряя издевательства над своими соотечественниками. Поощряя, так им и надо. Иначе придет Кадыров. Так вы же хуже Кадырова в 150 раз уже. И системы, которые поддерживает Кадыров, в 200 уже хуже. Вы смеялись, что он академик? Посмотрите, какие ваши академики вам учебники плодят и заставляют учить. Экзамены по ним будете сдавать. Обидятся на вас, Алексей Николаевич? Да мне похуй. Дерьмо, обидятся они на меня. Мне жалко о них сапог вытереть. Потому что это не люди. Это даже не люди, стоящие на коленях. Это генетический мусор, реально. Причем самое поразительное, что они выбрали это быть добровольно этим всем. Добровольно. Потому что если бы это были люди с большой буквы, они пошли бы сейчас эти учебники на голову надели этому лесовому. Но нет, они будут говорить, а что делать, сынок, дочка, учись, экзамен же сдавать, ЗНО там, или как он там называется сейчас. Выйдешь в люди, будешь учиться, будешь строить новую независимую Украину. Но видите, как вам же справедливо парируют, что держится эта страна. Такая большая Россия не смогла победить. Значит, Держится она держится за счет размера. Крупнейшее европейское государство, огромные территории, 30 миллионов человек сейчас примерно живет. Миллионная армия, а что бы ей не держаться? Если 700-тысячная армия наступает на миллионную, то это медленно обычно. Наступала бы двухмиллионная, было бы все гораздо быстрее. Но Путин ведет эту войну как специальную, прости господи, военную операцию, стараясь не перегревать российское общество. На минимальном фоне его держит. Настоящая война, Паша Щелин у вас называл, это 40% бюджета. Россияне тратят 5-7, это ничего. Это вообще ни о чем, это фоновый режим войны. Воюют добровольцы, мобилизации нет. И то Украина захлебывается и проседает. Вы сумчанам расскажите про то, что вот война это такая история и так далее. Ну, призвали бы 2 миллиона, начали бы воевать по-настоящему, напрягли бы бюджет на 40%, и кончилась бы вся эта Украина за 3 месяца. Щелкнула, и нет ее, как гнилой орех. Особенно с такими учебниками. Все. Они не воюют по-настоящему. И не потому, что они не могут поднять все бомбардировщики и ударить, подбитые этим самым, а потому, что они просто не призывают 1,5 миллиона человек и не кидают их на войну. У них в фоновом режиме эта страшная экзистенциальная борьба идет. Потому что Мединскому жалко их всех. Он на них смотрит и говорит, давайте все-таки по минимуму. И всем остальным тоже жалко, потому что мы для них свои.
Просто очень сильно одураченные, но свои. Добровольно одурачившие себя. Нету настоящей войны. Не потому, что не все бомбардировщики не стреляют всеми ракетами мира, а потому что воюют меньше, они наступают на нас меньшим количеством, чем мы обороняемся. Какая-то нахер война? Война – это троекратное превосходство, но в частых прорывах 12-15 крат. Сосредоточение сил и средств. Уничтожение всех построений на всю оперативную глубину. Хорошо, у них нет этих средств, но троекратное превосходство в живой силе они могли бы создать. Одну мобилизацию провели, когда надо было. Путин может провести еще одну мобилизацию. Да, это напряжет российское общество, экономику, зато успехи на фронте пойдут ой как быстро. А зачем? Их устраивает война как процесс, потому что у Запада веревочка развязывается. И на востоке России начинают аплодировать и едут все в Казань. Потому что видят, что она медленно добивается своего любой ценой. Ну так, Никуда. подождите, а чего добились? Как чего добились? Ну вот это Казань. очень, подождите, это очень важный Подождите вопрос. секунду. Из международной изоляции вышли? Вышли. Форум в Казани, треть действующего состава ООН. Ведущие лидеры государств. 9 мая, парад. Си Цзиньпинь где на трибуне? Путин в Пекине или Си Цзиньпинь в Москве? Трамп лучшим другом кого называет и говорит, я не буду вводить санкции, и осуждающие резолюции не буду подписывать против России. И этого ли нет? 22 год, они полностью раздавлены, они в полной международной изоляции, от них отвернулись самые лучшие друзья. Сейчас у них полно друзей, и все хорошо. Рубль 79, доллар 79 рублей. Самая крепкая валюта была на прошлой неделе рубль. Все работает, магазины переполнены, пожалуйста, на здоровье ездит по всему миру, кто хочет. И все не так уже однозначно. Всего 3 года, сжав зубы, затянув пояса, они били лбом и пробили. Перетерпели харьковский позор. Позор под Киевом, под Сумами, под Черниговым. Перетерпели отступление от Херсона, нелегкое решение. Перетерпели бунт Пригожина. И продолжают воевать меньшим числом против большего числа украинских войск. Просто остановитесь и подумайте. Они наступают 650 тысячами на наш миллион. Хотя по всем военным учебникам соотношение должно быть минимум 1 к 3. Как так? Как так? Что вы мне хотите доказать? Что в этих цифрах недостаточно патриотизма или что? Или это предательство, честно называть численность вооруженных сил обороны Украины и российскую группировку, наступающую на них? В этом предательство или что? Причинно-следственные связи – это предательство? Или сказать, что солнце встало, село – это предательство? Вы посмотрите, в кого вы превратились. Ни один нормальный человек, который не фуфло, не дерьмо, не продал совесть, взглянув на одну эту цифру, задался бы вопросом, в какой системе я живу и ради чего я воюю. О чем вообще все это? И до чего мы довоюемся таким образом? Как так нас громят на всех фронтах меньшим количеством, чем мы обороняемся? Это вообще про что? И ради этого надо бить людей под дых, совать в ТЦК, там, отбирать телефоны, опускать для того, чтобы этот самый еще раз пихнуть его на фронт, он остался СЗЧшником. Вот это вы называете войну за Родину? За Родину люди обвязываются гранатами и по танке ложатся сами, когда действительно за Родину. А когда 6 миллионов человек прячутся под кроватями, это не за Родину ни разу. Ну, вы пример боевого медика привели. Я так на финал подготовил пример по ТЦК, когда женщина приехала в Черниговской области, маленький городишко, в ТЦК, привезла сына, инвалида от ДЦП, там, ну, в общем, она его вытаскивает из заднего сиденья лежачего, обращается ко всему честному народу, идет в ТЦК, несет бумажки этого мальчика, ну, там подросток, ну, понятное дело, он как бы... И говорит, что «а я не справлюсь с ним». Единственный кормилец в семье, муж мой, у вас там сейчас сидит в подвале, ждет распределения. Вышел к ней вот этот, говорит, развел руками, говорит, все, у него нет права на отсрочку. Ну, ребенок инвалид, ну, ты ж есть, ну, условно, взрослый, да, как опекун ребенка. А она говорит, я его не могу таскать, поднять, перенести, что-то с ним сделать. Да просто оставить, чтобы пойти денег заработать, она его не может, правильно? И сиделку нанять не может, потому что денег нет. Но ты попал в ТЦК, все, обратного хода нет. У нас же Верховный суд постановил, что если тебя призвали незаконно, а обратно тебя уже не отзывают. Все. Так получилось.
Хотите воевать за эту систему? Вам еще в учебниках напишут этих, что все было правильно. Хотите? Воюйте. Тогда не обижайтесь, когда вам дают оценку соответствующую. И не задавайтесь вопросами, так, как же так получается, что суммы у нас берут, и вот уже в Днепропетровской области. Да на вашей бесхребетности это получается. Нация воинов. Фу. Ну и в Закарпатье под скотиной, в прямом смысле этого слова, козочки, там, курочки, вот эти все свинюшечки, их всяким хламом пограничники вытаскивают очередных мужиков. И долго спрашивают, оплатили ли вы, чтобы вас в поддон телеги засунули, а они ничего внятного не говорят, пытаясь сбежать. Вот так и получается. Выехать не... Назвать вам цифру? Скрывать уже нечего, говорим по полной правде. Я не знаю, как сейчас. Год назад был период, когда 15 тысяч мужчин ежедневно пытались пересечь границу Украины в бесповоротном направлении, в сторону Европы. 15 тысяч. Пограничники говорили около 100, реально 15 тысяч ежедневно. 3 бригады полного состава ежедневно. Так что вы мне рассказываете про родину, про все остальное? От вашей родины бегут. Бегут, как бежали через Берлинскую стену. Потому что это не родина. Это людоедский абсолютно режим, который вы там вылизываете языками до этого самого, до рыжеты и рассказываете, что это и есть патриотизм. Вы даже не то, что ответить на эти вопросы, вы их поставить боитесь. Какая вам цена после этого? Люди цену себе назначают всегда сами. Все. Да, горячий был сегодняшний разговор. Я предлагаю его продолжить, подвести итоги нашего опроса эфира. Но он, знаете, как бы все четко по этому опросу. Когда прозреют украинцы? 7% тогда же, когда и россияне. 20% когда у власти не будет Зеленского. 33% когда рухнет фронт. И 40% уже прозрели, но ничего не могут. Побеждает вот этот вариант ответа? Ну, потому что есть полно людей, которые давно уже прозрели, но ничего не могут сделать. Я понимаю, потому что будешь пытаться делать, уедешь под Покровск и умрешь на следующий день, не приняв воинскую присягу. Страна в заложниках у кучки уродов, которые вообразили, что как бы они молодцы, им место в учебниках. Посмотрите, кого занесли в эти учебники. Кучку уродов, которые решили, что они аскери, а все остальные рояты. Что им все можно, они новое сословие, которое с привилегиями, а все остальные должны за них сдохнуть. Эти истерические крики «идите, войдете за нас» – это ж почему? Потому что они знают, что простому народу, скорее всего, ничего не будет, если сюда придет страшный Кадыров. А вот им придется ответить по полной. И предложение народу очень простое. Идите, сдохните, да, за нас. Чтобы мы и дальше были. Вы сдохли в посадке, а мы и дальше были привилегированным сословием, которое отображено в учебниках. Офигенное предложение. Просто офигенно. Да, Прямо хоть побежать и выполнить, да? да, друзья, значит, переходим к вашим вопросам. Начнем, пожалуй, давайте с клуба «Шелест». Алексей Николаевич, как всегда, режим Блиц, ну, как получится, да, то есть... Легко. Как всегда, в таком более-менее динамичном стиле, чтобы как можно больше народу охватить. И, конечно, мы перейдем после сообщества YouTube, после вопросов, которые пришли во время нашего эфира по QR-коду, мы, конечно, перейдем к чатам трансляции. Под 40 тысяч онлайн у вас, 30 с копеечкой у меня на канале. Поехали! Вопросов, правда, очень много, поэтому, так сказать, приступим. Значит, Алла спрашивает, с чего следует начинать Украине мирные переговоры, если бы действительно был человек или группа людей, которые готовы их осуществить? И есть ли в принципе такая возможность, либо Запад, западные силы, не дадут этого сделать ни при каком раскладе уже? Спасибо. Какие западные силы? Трамп сделал все, чтобы это произошло. Трамп – это западные силы или уже не западные силы? Ну, Рютте сегодня вышел с заявлением, фактически вскрыл карты. Ну, вскрыл он, да. Трамп имеет влияние на Рюта, как вы думаете?
Хотел бы, надарил бы, но Трамп тоже пластилиновый оказался в значительной степени. Фишка очень простая. Дело в том, что, точнее, не пластилиновый, а хорошо осознающий реальные интересы Америки, который вовсе не заключается в том, чтобы побеждать Россию, а наоборот сотрудничать с ней. Вот и все. Теперь второй вопрос, что переговоры начинаются всегда с одного и того же. Ребята, давайте проанализируем, как мы дошли до жизни такой, причины войны. Глубоко, основательно причины войны. Вот с этого начинаются переговоры. А когда вскрыты причины войны, можно уже смотреть на следствия и как с ними бороться, и как создать такую систему, чтобы мы больше не воевали. Вот это и нормальные переговоры. А пока о причинах войны ничего не говорится, эти переговоры все как это пятое колесо в телеге Гедеона, да? Поэтому это ни о чем. Мгм. Алекс спрашивает, Алексей Николаевич, подскажите, пожалуйста, что говорят таксисты о ситуации в Лос-Анджелесе? А ничего не говорят, ну вы прямо нарисовали там гражданскую войну в Америке. Возможно, там и будет гражданская война. Но пока это как жалкий бунт мигрантов, которые в Европе происходят. Вон в Париже, вернее, во Франции 1,5 года были желтые жилеты, бунтовали, разгоняли 1,5 года. А тут прямо в Лос-Анджелесе неделя беспорядка, и вы уже там нарисовали себе мечту голубую про страшную гражданскую войну в США. А, так мне нравится. Все-таки зрители такие у нас, ну, хорошие. Я вот Хорошая. пишет Анна, говорит, да уж, Родина не жопа президента. И я думаю, что она пишет это, понимая, кто это сказал и когда в свое время. Юрий Шевчук на концерте, да? То есть не Мгм. жопа президента, да. Тут Да, да. это есть. Максим, вопрос к Алексею. Не так давно вы написали в своем телеграм-канале о том, что прекращаете боевые сборы для ВСУ, так как они ведут к убийству. При этом же на сайте вашей школы на странице оплаты продолжает висеть плашка о том, что часть потраченных денег идет на ВСУ. Интересно узнать, деньги все еще идут на убийство или на гум нужды ВСУ? Но они не идут на убийство, и они даже не идут уже на гумнужды, потому что мне заблокировали возможность даже на гумнужды посылать. Но поскольку обращаются мои военные товарищи, говорят, Леша, ну на аптечке, там, на машину, которая раненых эвакуируют. Такие сборы я поддерживаю. Сегодня, наверное, будет выставлен под этим эфиром. Ну, или там, когда его выставят. Такие, да, но это чисто гуманитарные. Я сказал, славяне не должны убивать друг друга. Русские и украинцы друг друга убивать не должны. Это моя глубокая принципиальная позиция. Поэтому я прекратил собирать на убийство, а на гуманитарную помощь оставил, потому что она спасает жизнь. И хотя солдаты, конечно, выздоравливают, как мне говорят, и потом идут опять стрелять, это уже свободная воля этих солдат. А моя свободная воля – помочь им выздороветь, уцелеть. Все, а что они потом с ней делают, это их проблемы. Я свою выполнил, я защитил жизнь, я спас жизнь. Все. По QR-коду сообщение тоже несколько. Это был клуб Шелеста зрителей. Мария Лепитова пламенно обнимает Алексея и с любовью. Спасибо вам большое за то, что шлете поддержку. И Наталья Липская тоже благодарит за работу. Значит, большое спасибо за поддержку. Макс спрашивает, да, во время эфира. Уважаемый Алексей, как вы считаете, почему российские спецслужбы по аналогии с СБУ не устраивают диверсии, не ликвидируют высокопоставленных чиновников и прочее? Ну, я имею в виду, наверное, по принципу нашим, да. Насколько высокопоставленных? Но украинцев ликвидировали достаточно больших. Во-первых, они пытаются это делать постоянно. Во-вторых, у нас очень хорошая контрразведка. С чем нам повезло, так это с контрразведкой. Она носит исключительный характер высшего качества. Так получилось. С контрразведкой у нас все хорошо. И это, по-моему, единственное место, где у нас хорошо. Ну вот поэтому их берут пачками, всех этих российских агентов, пытающихся уничтожить наших высших чиновников. Но попытки идут непрерывно, чтобы вы понимали. Мгм. Ну, то есть делают, понятно. Делают. Ливан из Грузии спрашивает. Для Украины события 14-го, когда оккупировали Крым, часть Донбасса, те же самые, что для Грузии 93-го, когда у нас Абхазию и Цхинвальский регион. А события 22-го те же самые, что 8-й год для Грузии, для нас. Вы должны были извлечь урок на примере Грузии. Должны были извлечь урок из вашей ближайшей истории, когда подписали меморандум в 94-м и вас кинули все подписанты в 14-м. И мы, и вы повелись на обещания Запада. Может, дальше в очереди Молдова, если до конца поведутся на все те же обещания? Спрашивает Ливан. Молдова в особой ситуации. У Молдовы есть крестный папа Румыния.
А в НАТО и в ЕС вступили только те страны и были защищены, у которых есть крестный папа, кровно заинтересованы в их вступлении. В свое время Румынию затянула туда Франция, тоже кровно заинтересована. А есть ли у Украины и Грузии крестные страны в ЕС? Нету. Вот и все. И в НАТО нет. Поэтому надо было немножко думать головой, прежде чем этой херней заниматься. Но тут же все то же самое. Ах, обмануть меня несложно. Я сам обманываться рад. Принцип такой же. Сдали ядерное оружие, потому что поверили сладким обещаниям. Да, уже были все знаки Тузла, Грузия и так далее. Все верили в ЕС и НАТО. Уже ЕС и НАТО нахер послали прямым текстом. Все равно продолжаем верить, в Конституцию записывать. Уже, я не знаю, все виды ног вытерли об украинский несчастный народ, включая этот учебник, надетый на голову, но продолжаем верить во что? В светлое будущее при ком? При этой системе и ради этой системы. Так если вы не обучаемы в течение 35 лет, ну кому пенять? Есть хорошая русская пословица: нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Если третий муж бьет по морде, виноват не муж, а морда. Понимаете? Есть старая такая добрая истина. Артем, здравствуйте. Вопрос для Алексея Арестовича. Алексей, в своем посте от 5 сентября 2023 года про мобилизацию вы написали: «Пока Бог есть, повестка в ТЦК не может прийти случайно». Вы до сих пор так считаете? Да, она не может прийти случайно, но это абсолютно не оправдывает ТЦК. Это показывает, что народ подвергают испытаниям за беззаконие его. Нет мира нечестивым. А в форме ТТК оно придет или еще как-то, это уже дело десятое. Сообщество YouTube. Переходим сюда и потом двинемся на чаты. Значит, Энтонина спрашивает, какая судьба ждет ТЦКшников после войны? Подворотня, кирпич от вернувшихся мобиков, а другие просто убегут за границу? А это зависит, кого вы изберете. Кто сможет с них спросить или кто нет. Учитывая, какие учебники большинство из вас или какая-то часть из вас поддерживает, вы выберете себе на голову авторов этих учебников. Они вам покажут ТЦК после войны. Погодите, а изберете кого-то нормального, глядишь, найдут, спросят, подвесят все это ТЦК за яйца и с каждого спросят. Выбирайте. У Зеленского, Максим Черняев, у Зеленского есть гарантии безопасности от Путина? За 3,5 года ни одного ракетно-бомбового удара лично по нему Россия не наносит. С чем это связано? А у него есть гарантированная гарантия. Он настолько эффективно губит Украину, что Путин его бережет, как зеницу ока. Не дай бог придет кто-то умный. Андрей спрашивает: Алексей, фанатизм это хорошо или плохо? Считаете ли вы себя фанатом в чем-либо? Фанатизм – это подавленное сомнение. У меня нет сомнений, поэтому я не фанат ничего. Очень интересный взгляд. Давайте попробуем, как Людмила, порассуждать. Алексей, не считаете ли вы, что Зеленский уже заложник войны? И как его освободить? Спасибо, берегите себя. Он сам себя заложил. Кто значит заложник войны? Он сам себя заложил. Он автор всех этих событий. Главный. На нем полнота ответственности. Шеф 2330. Вопрос Алексею. Достаточно давно была анонсирована ваша беседа с Джорданом Питерсоном. Состоится ли она? А я отказался. Мы договорились обо всем через каких-то посредников их, потом они говорят: ну давайте еще раз поговорим. Я говорю: так мы же уже договорились. Вы держите слово или нет? Но нам хочется еще предварительно этого самого. Я сказал: я на таких условиях я разговаривать не буду. И все, я отказался. Ну, хорошо, что объяснили, потому что, видите, люди следят, интересуются. Значит, ну, давайте, мы вроде как обсудили эту тему, но это прям точечный акцент от Элли. Я считаю, что это правильно задать, потому что даже я вчера в прямом эфире тоже об этом говорил, что на эту ситуацию с телами смотрят не только там родственники, да, вот этих людей, которых передают, а еще и живые солдаты. Вот Элли спрашивает: вы общаетесь с бойцами ВСУ, что они говорят о том, что тела побратимов вот так возят и не передают? Завтра в этом мешке может оказаться каждый из них. Их мнение в этом вопросе самое важное. Ну, это попытка выжить пафос на каком месте. Они говорят то же самое, что говорю я, только худшими словами. Вот и все. Ну, я же общаюсь со своими единомышленниками, бойцами ВСУ. А они там, есть какие-то бойцы ВСУ, которые меня считают последним негодяем и предателем. Понимаете, да? Поэтому как-то, ну, такая история себе. Мои, с которыми я общаюсь, единомышленники, они говорят словами куда более худшими, чем я, про все, что существует, и систему. Потому что я, конечно, матерюсь, но я хоть какой-то соблюдаю
порядок, а им же стесняться нечего, особенно в личных разговорах. Ох, вы сегодня взбучку украинскому народу устроили, поэтому Да, потому чувствую... что, потому что его надо будить, иначе он сдохнет, украинский народ. А он мне дорог как память, я хочу, чтобы он остался. Ну, еще, смотрите, давайте будем все-таки... История и не такое переживала, поэтому украинский Что, народ ну, был, Бог, да, никуда не... Бог, да, нищий месяц, зоря наезд. Да, значит, здравствуйте, Алексей. Почему, по-вашему, наша власть за погибшего платит 15 миллионов, а за живого, но без рук или ног, или парализованного меньше миллиона? Неужели выжившие бойцы недостойны таких же выплат, или раз выжил, то с тебя и этого хватит? Как бы вы изменили выплаты, будь на месте власти? Смотрите, структура выплат – это очень замечательная история. Когда это все начиналось, и все поняли, что будут потери, а денег нет в бюджете, европейцы сказали, мы дадим на 25 тысяч погибших. Можете платить по 15 миллионов. А потом как-то цифра уже, потом до 40 подняли, а потом цифру уже, потом до 60, потом цифру уже было неудобно отменять, и как-то оно по инерции едет. А вот к искалеченным, ну, тут уже вот бюджета не хватает, поэтому у нас и бывают такие интересные моменты, когда этим по контракту 18-24 платят миллион, а тем добровольцам тоже 18-24, не говоря уже про всех остальных, которые ушли туда до этого контракта, ничего не платят или там обещают задним числом. Вот смотрите, россияне обвиняют нас в том, что мы не забираем 6 тысяч погибших, потому что это 90 миллиардов гривен надо выплатить, которых нигде нет. 2 миллиарда долларов. А теперь что ответить нашим властям на это? Что россияне провокацию устроили, какие-то не те списки подают? 15% только этих самых опознанных. Так заберите эти 15%. Чего не забираете? Даже если был один опознан, заберите одного, верните родным. Ну, предыдущая версия, наверное, лучше. Надо забирать всех, а потом брать их и показывать, сказать, это не Да, наши. показывайте, россияне выдали своих, ха-ха-ха, какие, это все, это же позор не отмыться никогда. Вот эти, если там хоть один россиянин попадется, это такое позорище, а если там системно россияне попадутся и так далее. Вообще-то россияне не боятся их передавать. Ну, Да? Хотя в России за 100 долларов все продается и покупается, и получить базу или даже генетический материал, не бог весь какая операция, намного проще, чем подогнать контейнеровоз под Иркутский аэродром с бомбардировщиками, поверьте. Но почему-то у нас декларируется ха-ха, там погибшие россияне. Ну так ткните их в морду. Вы же там с ними воюете не на жизнь, а на смерть. Вам Мединский наивный дает полную возможность полностью их опустить там, да, и развалить, да, их пропаганду. И что? Чего не беретесь? видимо, вопрос в другом. Вопрос. Ну, Почему всем снимают пенсии по инвалидности? Жене, инвалиду детства, по сердцу. Операция на сердце, открывали грудную клетку. Сняли инвалидность, с которой живет 20 лет. Еще и пенсионный фонд теперь требует вернуть деньги за 4 месяца выплат. Всем, кто с ней лежал в Днепре, в МСЭК, тоже сняли пенсии по инвалидности. Знакомый врач, заседавший в одной из таких комиссий, сказал: дали команду всем резать пенсии поголовно. Озвучьте это, пожалуйста, в эфире. Госуправління Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем, інвалідності, МОЗ України. Пускай все знают этих гнид. вы озвучили, а я ничего не могу сказать, потому что я не специалист по вопросу, абсолютно не разбираюсь. Поэтому, к сожалению, прокомментировать не могу. Но если это правда, оно, в принципе, понятно. Бюджета-то нет. Нас же уже заявляли дыру, да, в 16 миллиардов. Просто на нужды армии или сколько там миллиардов. Ну вот вам, пожалуйста. Будут резать сначала социально уязвимые категории, потому что они себя защитить не могут. Все очень просто. Инвалид же не выйдет на Майдан, правильно, против власти. Он не может технически это сделать. Вопрос от Петра. Израиль радуется победе над Гретой Тунберг. Войдет ли эта победа в анналы еврейского эпоса? Не надо так сильно хихикать над Израилем. Поэтому они не просто не допустили провокации крупной, а еще и накормили бутербродами, да, и вежливо припроводили. А могли бы и невежливо. Не, вообще там угрозы были от этого министра Видите? Айзека Каца, что потопят вообще этот... Ну так а что? Чужое судно пересекает государственную границу. Как поступают в этих случаях? В полное законное международное право разрешает топить на здоровье. А они вместо этого их бутербродами накормили и припроводили. И еще погладят по голове, проведут экскурсию и деликатно купят билет на самолет. Могло быть хуже.
Да, в общем, Виталий, наверное. Представьте, что Хамас передает Израилю тела убитых граждан, а те говорят, не-не-не, подождите, мы не согласовали. Да, Да-да-да, типа того, да. сложно представить, сложно. Значит, вот такой вопрос. Задайте, пожалуйста, Владимир из Беларуси задает. Вот все говорят, что, и вы в том числе, что дроны произвели революцию в военном деле. Но это касается ограниченной войны. В условиях тотальной войны дроны не будут играть такой роли в боевых действиях, не так ли? На каждом театре дроны будут играть свою нишевую роль, очень разную. Поэтому даже если они будут в наличии, но надо, чтобы они еще были в наличии, далеко не вся армия освоили дроны и так далее. Смотрите, морские дроны в закрытом бассейне– страшный ужас. Практически подавили активность Черноморского флота, хотя тоже не до конца. А морские дроны в открытом океане, ну, такое себе, как бы, да. Поэтому морские дроны на государствах, которые, вернее, воздушные дроны, которые в государствах, которые граничат, имеют огромную территорию, как Россия, которую трудно прикрыть, это вечная опасность для авиации большой. А пойдите через море, например, британские, эти поразите дронами, завезите туда грузовик с дронами. Это уже операция не то чтобы невозможна, но сильно посложнее. Поэтому ну, ушки надо держать на макушке, да, и средства и вооруженной борьбы должны быть постоянно, что? Предметом постоянной заботы. Только не кустарная, не гаражная, да, а государственная. А лучше и кустарная, и гаражная, и государственная. Причем так, чтобы государство помогало кустарным и гаражным упорядочиваться и собирать это все быстро, легко и качественно. А оно у нас мешает в основном. Поэтому, слушайте, ко мне недавно гражданин подходит, я на прогулке, и говорит, Арестович говорит, хочу тебя переехать. Дедушка лет за 60 такой, да, и так далее. Это происходит в одном иностранном государстве. Я говорю, за что? Он говорит, потому что ты предал Украину. А по нему видно, это вот так переживают люди, которые сначала были поклонниками. И такая жена его с авоськой маячит вдалеке. Я говорю, вы вот действительно хотите сейчас скандала, полиции? Вы же понимаете, что это кончится депортацией для вас. А вы, наверное, старались сюда, ехали и так далее, и так далее. Ну вот ты предал Украину. Я говорю, чувак, а тебе не кажется, что Украина меня предала? Он задумался и пошел. Ну, если лет 60, то, ну, да. А Значит, теперь внимание, скольких украинцев предала Украина? Я же не один такой. Где наша Украина, вы спросили в прошлой передаче. Все растворилось на страницах этого учебника. В подвалах ТЦК сидит наша Украина. 6000 трупов, которые забрать не может, это наша Украина. Какая она наша Украина? Которая инвалидам не снимает инвалидность и просит пересчитать пенсию назад, это Украина. Мы за сегодня, за передачу насчитаем такое количество украинцев, которые Украина предала, что просто мама дорогая. значит, продолжим. Значит, вопрос, да, кстати, важно. Из суперчатика Артем Синько спрашивает, какова вероятность войны Германии с Польшей в перспективе 5 лет? В перспективе 10-15 лет, вероятно, война всех со всеми. А еще более вероятно, вторая война с Россией. Если даже будет какое-то перемирие. Вы об этом подумайте, не о Германии, с Польшей. Ну, Что наверное, вы... человек, наверное, в Германии или в Польше. Да, в плен Германии. Разве что вы живете в Германии и Польше, тогда я понимаю. Но на самом деле, как это, то люди, они интересные создания. Они волнуются о микроорганизмах на дне Марианской впадины, но почему-то не интересуются своим собственным завтрашним будущим с таким режимом. Вы же понимаете, что если причину этой войны не устранить, она повторится. Только перед этим, если хотя бы на день откроют границы, выйдет полстраны, и воевать будет некому во второй войне. И она кончится гораздо быстрее и печально. Мгм, А значит, если, а если не откроют, нахера такая, нахера, за что воевать вообще? Война была, закрыли границу, война кончилась, граница закрыта. Женщин мобилизуют, 18-летних мобилизуют. Вы вздыхаете в посадках, в учебнике записывают других. Отлично. Ну, как бы, ну, окей. Если кому-то нравится, я же не могу бороться. Я могу, и даже буду, но все равно дело ваше и выбор ваш.
Очень часто подобные вопросы. Давайте переноситься в чат, непосредственно в чат э, трансляции. Лайк упорно спрашивает о вашем отношении к Гордону. Это канал Александр Шелест, потом следующий Алексей Арестович. Гордон штопанный или нет? Я давно уже никак не отношусь к Гордону. Никак. Вот ответ получен. Красный перец, пользователь. Последними действиями Украина показывает стремление нагнетать обстановку. Мир не нужен? Знак вопроса. Последние дни мы ближе к миру. Становимся или нет? Да ничего, мы не становимся ближе к миру, мы становимся ближе к войне. Летняя весенняя кампания началась. Украинцы пытаются радостно заполировать россиян, россиян украинцев. Все друг друга любят и будут любить примерно до октября-ноября, а там посмотрим. По возрастающей интенсивности. Нокс, пользователь. Саша, спасибо вам. Вопрос Арестовичу. Актер будет играть до конца фильма или его заменят на середине съемок, например, до подписи на переговорах? А с ним может случиться все, что угодно в любой момент. Это же жизнь. Посмотрим, как космос там распорядится. Олег Руденко. Алексей, как вы объясните подарок Израиля Украине системы Патриот, в котором в каждом городе существуют проспекты Шухевича и Бандеры? Американцы попросили. Так они же вроде как умывают руки. Они умывают руки, но на самом деле попросили. На что-то обменяли, скорее всего. Существенно. Значит, вопрос. Ну, вот эти все, конечно, понятное дело, подколки там, да, там, с- станет ли главой федерального округа Арестович, там вот эти все моменты, как рефлексия в том числе на там, жесткость к украинцам. Вот хороший вопрос. Андрей задает. Как вы относитесь к соседям, белорусам? Очень позитивно. Вам не пришло в голову, что я наполовину белорус вообще-то? Подождите, так вы же там грузин. Да, Ну, помните, вот вы же помните еврей, эти видео, да, там и грузины, и, в общем, там смесь пороховая о вас публикуют. да. Еще и белорус? Отец белорус, а мама россиянка. Вот, кстати, да, вопрос. Русская мама у меня. И папа русский, только из Малой Руси, из Белой Руси. Кстати, да, прилетел еще сразу вопрос. Вы белорус? Да, белорус, получается, да. Паллада. Вопрос про переговоры. Удастся ли Украине все-таки провернуть что-то такое, чтобы втянуть Россию к ядерному удару, то есть когда уже не поможет ничего? Например, Украина там бахнет АЗС, и что тогда? Ну, хорошо, ударит Россия ядерным оружием тактически, например, по Староконстантинову, по базе. И что это изменит? Запад страшно вступится, не вступится. Украина прекратит сопротивление, не прекратит. Значит, придется второй, третий удар наносить. Это такая интересная перспектива, правильно? Угу. Важный вопрос Алексею от Ромы. Роль Ермака. Он реально управляет Зеленским? И как он себя поведет, когда Зеленский обвалится? Я 1000 раз вам говорил, что управляет всем Зеленский. Есть сферы, куда Ермака близко не подпускают. Артур, авторитетные лидеры Украины в бегах, и организовать народ некому, остаются военные. Как вы думаете, способны военные на это? Могут ли украинские военные договориться о перемирии напрямую? На какой народ организовать? Украинский. Это как? Те, которые верят в эти учебники, или как это кричат, что Цоя нельзя наиграть на улицах и говорить на русском языке? Куда их организовать? Ради чего? Я могу организовать их стройные колонны, идущих на максимум, да. Вот и все. Зачем мне организовывать людей, которые запрещают мне говорить на родном языке? А те, которые хотят говорить со мной на одном родном языке, на переменах, то как бы они пока только вот по подвалам и приехать туда Навальным и погибнуть, а они максимум поставят лайк этот самый плачущий в Фейсбуке за тебя. Но меня учили немного иначе. Меня учили вывернуться и потом в нужный момент ужалить, зацеловать до смерти. Подождите, все будет хорошо. Вы слишком спешите. История Божьей мельницы мелят медленно. А я
С детства умею терпеть столько, сколько надо, чтобы потом взять свое. Здравствуйте, вопрос. Нейтральная Украина в границах 91 года возможно? Нет, Уже уже, нет. уже нет никогда. Да, друзья, переместимся к Алексею Николаевичу. Вопрос. Алексей Николаевич, когда британцы купили Зеленского, в 19 или в 22-м? А какая разница вам, когда его купили? Какая вам разница? Что это меняет в вашей жизни? Значит, что какие-то проблемы с эфиром нам тут говорят, Я сочувствую. подсказывает техника. Но я думаю, что все будет нормально. Странно. Может, решили, так сказать, напасть? Но все-таки люди нас видят. Хотя напасть. У меня субботний семинар до DDoS-атаки подвергли. Полчаса не могли начать, потому что досили сайт. Вот вам, пожалуйста. Ага, вот оно в чем дело. Да. Значит, есть такое, да, резкое падение числа просмотров, да, ну, в таких условиях, что поделать. Значит, вопрос, как народ может противостоять Зеленскому? Какие практические советы? Не поддерживайте его. Этого достаточно. А, Значит, Алексей, Кирра Кэт спрашивает, может ли ваш пятый проект быть применим к России? И если Конечно. представить гипотетически, как могла измениться Россия, ну, как под вашим руководством, ну, наверное, под проектом имеется в виду, да, под вашим. Пятый проект – это очень простая история. Его основной девиз – в человеке добра больше, чем зла. Вся система должна быть перестроена под это, под доверие человеку. Вот и все. Все очень-очень просто. А вся система 400 лет уже построена, исходя из того, что в человеке зла больше, чем добра. И отсюда все наши беды. Меняете один принцип, меняется все. Мгм. Вот, все, как бы одни пишут, что да, все видно и слышно, другие говорят, немножко а, немножко подвисает, другие говорят, теперь, ну, в общем, дают советы друг другу в чате трансляции. Что-то было такое, да, какая-то была, видимо, атака, резко рубанула. Но у кого-то все и было хорошо, другие говорят, перезагрузитесь, эфир идет. Да, эфир идет, у меня все как бы нормально, поэтому что-то, ну, видимо, как это, реагируют на ваши слова. Не надо объяснять этим самым заговором то, что можно объяснить глупостью или скачком напряжения в сети или еще чем-то. Люди пишут, он перезайдите, и заново все будет. Что же это за атака, которая из-за того, что ты перезайдешь, позволяет дальше смотреть? Это так, сбой Да, маленький. значит, Алексей Михаил Бор спрашивает, вам угрожают? Постоянно. Вы за или против митингов Зеленского? Против Зеленского. Митинга против Зеленского. Я не могу предлагать вам это, если отвечать за или против, потому что я подвергаю опасности тех людей, которые, вдруг услышав за, например, побегут митинговать в стране, где с военным положением, где митинги запрещены. Марина интересует, а так как Трамп относится к решению не брать военных? Каких военных? Куда не брать? Ну, имеется в виду, я так понимаю, про эти 6 тысяч. Мы от Трампа А, ничего не услышали по поводу я этого всего. думаю, это слишком для него вопрос частный. Он решает фундаментальный вопрос поддерживать Украину или Россию в этом и склоняется к поддержке России. По одной простой причине. Украина для него токсичный актив. Она ничего не дает, только тянет, портит репутацию. А Россия дает потенциально очень много. Все очень просто. Дмитрий Кожин. Залужный генерал, но получается прогнулся под Зеленского. Арестович, его друг Залужный, говорил, изменились ли у вас отношения? Ну, расстроились. Мгм. Ну, то есть, что... Да, Залужный мне друг, но истинно дороже.
Да, значит, да, вот здесь проблемы, ага, в Украине тут пишет, действительно. То у Шелеста, то обрываются эфиры, тоже в Германии смотрю. Слушайте, ну, в любом случае, как бы запись должна остаться, всегда есть возможность перезалить. Смотрите обязательно. Алексей Николаевич, я благодарю вас за время и мысли. И вас. Спасибо. Друзья, берегите себя, всем добра и света, увидимся обязательно. До скорого.